Всем добрый день! Сегодня поговорим с вами о розах для парадной клумбы. Это розы восторг, розы восхищения, розы фейерверк. Это розы декоративные в течение всего вегетационного периода. Имеют очень хорошую устойчивость к заболеваниям, к мучнистой росе, к пятнистостям и к вредителям. У них очень красивый куст, обильное, пышное цветение в течение всего сезона. Это розы, которые можно посадить непосредственно у дома. Это розы, которые можно посадить при входе на ваш дачный участок. Можно посадить их также вдоль дорожки к дому и также непосредственно у парадного входа в дом. Эти розы можно сочетать по цветам, можно посадить разноцветные розы. Также будут красиво смотреться розы на клумбе, созданной из одной группы роз или же одного сорта роз. Эти розы будут красиво смотреться также в сочетании с хвойными растениями, с декоративно-лиственными растениями, с многолетними растениями. Они только будут подчеркивать красоту королевы цветов. Поэтому я собрала несколько роз для того, чтобы показать вам их. Итак, розариум ютерсон. Растет у меня в саду эта роза, обильно цветет в кистях. Бывает до 30-60 цветов у этой розы. Превосходный аромат фруктов имеет. Цветет практически постоянно. Устойчива к заболеваниям, к пятнистостям, мучнистой росе. Следующая роза называется фламентанс. Тоже есть она у меня в саду. Великолепная роза. Цветет она однократно, но цветет очень пышно в течение почти 1,5 месяцев. Количество цветов до 8-10 штук в соцветии. Очень морозостойкая, и при мягких зимах можно эту розу даже не укрывать. Единственный недостаток – это пятнистость, поэтому требует постоянных обработок. Роза Чарльз Остин. Еще одна розочка моего сада. Прекрасная роза Дэвида Остина с хорошей глянцевой листвой, с красивыми нежными цветами розово-абрикосового цвета. Цветет она практически постоянно цветами старинных роз. Очень ароматная, очень достойная розочка. Роза Пируэт. Плетистая роза с небольшими 5-7 сантиметров цветами розового цвета, как у английской розы форму цветов имеет, цветет обильно, и что важно, у нее мало шипов, то есть при укрытии на зиму никаких проблем с этой розой не будет. Очень достойная, очень яркая, красивая роза. Следующая роза, которую я хочу посадить у себя в саду, называется Флорентина. Плетистая роза, очень быстро наращивает зеленую массу, цветет огромными до 10 сантиметров цветами, причем обильное у нее очень цветение. И что характерно для этой розы, она любит открытое солнце. Обязательно посажу ее у себя в саду. Роза достойная, с очень интересной и красивой формой цветка старинных роз. Омаш Барбара, тоже достойнейшая роза, красного цвета у нее цветочки, очень красивая форма цветка, обладает обильным цветением в течение всего сезона. Цвет немножечко может изменять в зависимости от того, где она посажена. Роза, которую очень хочу посадить у себя в саду, Августа Луиза. Непревзойденной красоты роза. Говорю так, потому что видела ее на выставке в Москве. Непревзойденной красоты цветок. Ароматная роза, цветение обильнейшее. Интересную форму цветка имеет, очень нежный розово-абрикосовый цвет имеет эта роза. Поэтому те розы, о которых я сегодня сказала, я думаю, они вам понравились, они вас впечатлили, и поэтому приобретите эти розы, я думаю, вы останетесь ими довольны.
Тем, кому видео было полезно и интересно, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик.